Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такой выжигатель 2 в одном. Пирограф Резак с плавной регулировкой накала. Поедет этот аппарат у нас, скажу сразу, это заказчик Иван. Поедет в город Оренбург. Так, что наш этот аппарат представляет собой? Это выжигатель пирограф с ручкой. Выжигает классическим выжигателем. В комплекте 10 перьев. Вот. И это у нас резак с нехромовой проволокой до 70 сантиметров. Аппарат может вырезать различные деревянные заготовки. Вот, и выжигать очень красиво получаются выжженные поверхности. Вот. Тот, кто знает, как выжигать этим аппаратом, он знает, о чем говорим. Вот, также прикреплю здесь фото, видео, как получаются какие красивые изделия, выжженные данной струнной, раскаленной нехромой проволокой. Вот, какие красивые изделия. Вот, данный аппарат не купить нигде в магазине не продают. Их нельзя где-то заказать в Китае. Это делаю я их на заказ, эти аппараты. Так что, кто хочет заказать, видео я прикреплю номер телефона. Можете звонить, писать в WhatsApp, Viber. Вот, всем отвечаю. Заказывайте данный аппарат. Ссылочки, все контакты также будут в описании под видео. Можете перейти, посмотреть, подписаться на другие наши соцсети. Вот, да, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Выкладываем много интересного. Вот. Так, что у нас по характеристикам? Аппарат у нас, этот пирограф у нас где-то 1 вольт примерно выдает. На выходе 5 ампер. У резака у него на выходе 22 вольта и тоже 5 ампер. Вот. Потребление аппарата 220 вольт питается. Потребление не очень большое. Сзади у нас имеется такая вот наклеечка с всеми его характеристиками. Вот. И потребление вот 3 ампера всего-навсего. То есть он очень экономный, так скажем. Вес аппарата 5 килограмм. Вес комплекта примерно 6 килограмм. Вот таким вот образом он выглядит. Регулировка накала присутствует как для пирографа, так и для резака. Плавная регулировочка. Так, также у нас есть, показывает на передней панели, это показание температуры трансформатора. Вот, не превышайте 70 градусов, так как на трансформаторе установлен защита от перегрева до 70 градусов. Вот, если вдруг вы пропустили, проморгали, да, он перегрелся у вас, может быть и такое, мало ли, сколько вы будете выжигать, не знаю. Вот, но если вдруг он перегрелся свыше 70 градусов, он отключается, срабатывает лампочка, тоже гаснет, защита 70 градусов, лампочка гаснет, и это означает то, что сработала защита. Но градусов на 15 он остынет, он опять включится, лампочка включится, можно будет выжигать. Но если он выключится, вентилятор все равно продолжает охлаждать наш трансформатор. Термометр тоже показывает температуру. Вот, только нельзя будет выжигать. То есть защита сработает на самом трансформаторе. Вот.
Также есть у нас кнопочка пирограф переключения, среднее положение нейтральное и резак это нижнее положение. Вот, в принципе, все. Так, на клавиши включения аппарата также есть у нас на рукоятках. Если вы поработали, долго не держите включенным перо, так как оно разогревает наши колодки. Крепление пера, разогревается также медный стержень. Вот. И все это дело, чтобы не сильно не разогревалось, и давайте тоже немного ему остыть. Вот. Если вы что-то не выжигаете, да, какое-то время, несколько там секунд, лучше его отключить, на клавишу нажать и положить рукоятку на штатное место. Пускай немного лежит, да, а вы что-то другое делаете. Взяли опять выжигать, включили, опять выжигаете. Разогревается он буквально за 5 секунд, очень быстро все разогревается. И не забывайте отключать, если пользуетесь другим выжигателем, то есть резаком, не забывайте всегда переводить на 0. Вот. Некоторые забывают перевести на 0, а может быть он был случайно включен. И при выключении на этой рукоятке выключаться не будет нехромовая нить. Вот. Поэтому вы обращайте внимание, что на рукоятках должны быть на нуле переключателя. Вот, чтобы все корректно работало. Одновременно выжигать и пирографом, и резаком нельзя. Можно либо этим, либо этим. Вот. И не забывайте отключать уже. Не раз повторяюсь. Так, ручка имеется складная наверху. По бокам у нас имеются вентиляционные решетки, как слева, так и справа. Вот. Для хранения наматывается у нас сбоку шнур пирографа, и резака тоже с другой стороны наматывается. Так, на задней части выжигателя у нас располагается это гнездо сети 220 вольт. Также есть предохранитель плавкий, в середине находится, и внизу включатель питания. Вот. Также у нас здесь есть это кулер для охлаждения нашего выжигателя. Так, по размерам. Размер корпуса 12 на 12 и длина 22. Габариты, конечно, немного больше из-за того, что выступает у него крепление для намотки, выход проводов. То есть габарит немного увеличивается на несколько сантиметров. Сверху у него крепление для рукояток. Тоже габариты немного увеличиваются. Так, по комплектации. Что у нас входит в комплект? Это у нас здесь картинки для перевода на деревянную заготовку через копировальную бумагу. Их здесь, по-моему, около 10 штук разных картинок. И копировальная бумага в комплекте тоже есть. Так, подарок здесь идет лупа. Вот такая, тоже как средство для выжигания при помощи солнца. Тоже можно выжигать. Тоже получаются очень такие интересные рисунки при помощи выжигания лупы. Своеобразные, так скажем. Вот это такой самый дешевый способ выжигания при помощи солнца. Энергии солнца. Так, в комплекте точилка для карандаша. Карандаш простой для нанесения на деревянную заготовку рисунков. Так, это у нас отвертка для закрепления вот таких колодок латунных, то есть перьев, закрепление перьев в этих латунных колодках. Винтик откручиваем, закрепляем, меняем наши перья нехромовые. Так, в комплекте также у нас идут нехромовые перья. Их 10 штук разных. Также идет в комплекте здесь у нас наждачка для зачистки этих нехромовых перьев от сажи. Вот наша визиточка. Это вот пружинка нехромовая. Она идет для растягивания проволоки, вытягивания из нее проволоки. Вот такая нехромовая проволока получается. 0,5 толщиной. Нехромовая петля для пирографа, она у нас идет толщиной 0,8.
Вот. Может быть, вы где-то еще найдете такие проволоки, закажете, можете себе их наделать много разных. Вот. Нехромовая проволока тоже в спирали, может быть она в катушках продаваться, тоже если где-то найдете, покупайте и пользуйтесь. Так, также в комплекте идут предохранители пластики и латунные колодки, тоже сменные в комплекте есть. Вот, в принципе, все. Так, также идет деревянная заготовка для пробы. То есть не для рисования, выжигания, а для пробы. Как то или иное перо выжигает при различной температуре. Можно попробовать на этой деревянной заготовке. Либо как режет проволока. При той или иной температуре можно будет попробовать на деревянной заготовочке. Вот. Выжигать пером также можно и на бумаге при убавленном, да, температуру можно подубавить. Это уже будете пробовать на месте, когда получите. То есть выжигание как на коже, на бумаге, на дереве, на всех видах дерева, на фанере и так далее. Так, в комплекте также идет у нас шнур для подключения 220 вольт и такой небольшой подарок. Будете распаковывать, пробовать выжигать и угощаться вкусняшками. Так, в принципе, все. Сейчас мы его включим, проверим, как он будет работать, да. Раскаляется проволока, перо наше. Проверим регулировку накала. Вот после этого мы будем его паковать и отправлять в город Оренбург нашему заказчику Ивану. Транспорт компании СД, как договаривались. Так, по поводу подключения к сети, желательно подключать его тоже правильно, так как на включателях, на рукоятках по проводам поступает сюда 0, то есть размыкается 0. Это для безопасности, для того, чтобы если вдруг вы случайно повредите провод, вас не ударило током, сюда идет 0 рукоятки. Вот. И желательно подключать тоже по вилке, тоже правильно. Здесь вот написано N и L обозначение. Вот. И сверху то же самое. И желательно найти в розетке тестером, подписать и также и подключать либо L линия к линии и 0 к нулю, нейтраль к нейтрали. Вот. Если ошибетесь, в принципе, ничего страшного не будет, аппарат будет также работать, но если подключить правильно, то и включать будет он, работать всегда будет правильно. Так, по подключению заземления аппарата заземлен корпус аппарата, поэтому пользуйтесь розетками с заземляющими контактами. Вот, если у вас заземления нету, то желательно провести. Так, включаем на задней части панели включатель. Включился у нас вентилятор, можно слышать. Включились лампы индикаторные. Это защита 70 градусов и сеть 220 вольт. И включился у нас термометр. Показывает 25,9 градусов. Вот. Для того, чтобы заработал у нас пирограф, переводим пирограф в положение пирограф, клавишу. Да, затем нажимаем на рукоятке на клавишу включения. Загудел трансформатор. Видим, дымок пошел от пера. Перо обожглось. И видим, как она раскалилась перо до бела. Убавляем плавной регулировочкой накал. Выжигать, естественно, вот при таком накале. Если накал будет очень красный, то и деревянную заготовку он будет жечь очень сильно. Даже вспыхивать будет огонь. Вот. А дымок будет воспламеняться. То есть пиролизные газы, они будут воспламеняться моментально. Вот. Поэтому выжигать нужно будет больше половины убавлять регулировочкой. Вот. Если на бумаге, то еще меньше убавлять, чтобы бумагу не прожигало. Так, проверили мы наш пирограф.
Пирограф рабочий. По выжигале отключаем клавишу. Все, клавишу отключили, перо остыло. Сразу не дотрагивайтесь, проволоки где-то миллиметров 0,8 миллиметра здесь, поэтому ей нужно время остыть. Там секунд 20 она остывает. Так, для того, чтобы включить нам проволоку нехромовую у резака, переводим клавишу резак, включаем, нажимаем на клавишу на рукоятке, и гудит трансформатор, и раскаляется наша проволока. Проволока раскалилась, мы видим, до красна. Точно так же она регулируется у нас плавная регулировочка накала. То есть для резки дерева тоже у нас все это присутствует. Чем краснее проволока, тем быстрее она будет вытягиваться, изнашиваться и будет быстрее рваться. Вот, поэтому накал тоже делайте где-то в половину, да, регулировочки, может быть побольше немножко. Это вы будете уже смотреть при работе, как вам удобней. Так, в принципе, все работает. Повыжигали, не забываем выключать. Аккуратней, да, не обожгитесь, а проволока очень горячая. И не дотрагивайтесь, да, не касайтесь проводов этой проволокой раскаленной, так как может быть поплавится изоляция и будет замыкание. Вот, в принципе, все. Эти включатели включают на рукоятках сам трансформатор. В холостом ходу, сейчас, когда работает вентилятор, трансформатор не работает. Вот, и не нагревается. Нагревается трансформатор только в том случае, когда вы нажимаете кнопочки на рукоятках. Включается трансформатор, слышно гул трансформатора, и в это время можно выжигать, и накаляется наша проволока. Вот. А в холостом ходу трансформатор не нагревается. Он, наоборот, остывает за счет того, что постоянно продувается вентилятором и выходит воздух через решетки вентиляционные. В принципе, все. Мы сейчас его проверили. Температура мы видим то, что поднялась немного, да, на пару градусов. И составляет 28,4 градуса. Также, да, наблюдайте, смотрите за температурой, не давайте ему перегреваться. Пусть остывает кулером. Вот. Отключайте клавиши на рукоятках. Вот, в принципе, все. Мы поработали. Отключаем на задней панели. Все, теперь можно будет его паковать и отправлять нашему заказчику. Кому понравился данный аппарат, то, что я делаю на заказ, ставим лайк. Кому не понравился, ставим дизлайк. Пишите в комментариях, что бы вы, может быть, сюда добавили к этому аппарату. Что-то вам не нравится в нем или еще что-то. Пишите в комментарии, все обсудим, всем отвечаю в комментарии. На сегодняшний день, на момент выхода ролика, цена написана в этом под видео в описании к видео. Вот, также все наши ссылочки, все контакты также будут внизу в описании под видео. Вот, если кто хочет заказать себе такой аппарат. И не только. Вот. Видео также я прикреплю внизу. Видео будет прикреплен номер телефона. Можете звонить, писать в WhatsApp, Viber. Всем отвечаю. Вот. Делаем также на заказ мы выжигатели молний эксклюзивные, которые также не приобрести их нигде, ни в одном магазине. Но выжигатели молний я их не продаю, а продаю комплекты для выжигания молний. То есть можете перейти в видео, посмотреть. Комплект поболее, чем здесь. Вот. И при приобретении комплекта выжигатель молний могу дать в подарок. Вот. Так как он опасный, я их не продаю. По желанию человека, да, кто захочет себе такой, если попросит, я при приобретении комплекта могу его подарить. Вот. Но пользоваться выжигателем молний тоже нужно осторожно. Это уже источник повышенной опасности. Он выдает 2000 вольт и выжигает очень красивые молнии. Так,
По поводу заказа я уже сказал. Звоните, уточняйте. Доставляем по всей России доставочка. Также изготавливаем на заказ у нас, можем сделать 2 в одном выжигатель. Кому не нужен пирограф и считает, что он лишний здесь, можем его не делать, просто один резак сделаем. Вот. Также делаем резаки для пенопласта. Данный аппарат может также резать пенопласт, подключив к нему 120 сантиметров вот такой проволоки нехромовой 0,5 толщиной. Вот, и можно резать пенопласт. Вот, то есть проволоку до 120 сантиметров он поддерживает на полной мощности регулировки. Вот. Также можем сделать отдельно резак для пенопласта, чисто для пенопласта. Вот. Кому не нравятся такие вот крепления для намотки проводов, для хранения, можем их не делать. Это обсуждается все при заказе. Можем сделать отдельно, то есть на разъемах вот эти провода, чтобы они здесь не торчали постоянно, их можно хранить где-то отдельно, да, в какой-то коробочке. При заказе все это обговаривается, вот, и уже обсуждается, и делаем по заказу клиента, заказчика. Так, делаем также дымонагнетатели, дымогенераторы для холодного и горячего копчения. Вот, дымогенератор коптит холодного копчения, очень вкусные продукты. И для дымогенераторов дымонагнетатели. Это маленькие коробочки, можете перейти посмотреть на нашем канале, которые нагнетают воздух из дымонагнетателя, увлекая дым в камеру копчения. Вот, то есть получается холодное копчение, очень вкусное. Тоже всем рекомендую. Вот, можете перейти посмотреть на нашем канале. Вот. Кому интересно, тоже можете заказывать. Делаем также пассиваторы, регруверы и шокеры для забоя сельхозживотных. То есть очень много чего делаем на заказ. Можете перейти, посмотреть. Также делаем контактные сварочные клещи, машины контактной сварки. Контактная сварка в стык, контактная сварка односторонняя, когда сваривается сверху двумя электродами. Вот. Можем делать, могу делать на заказ для сварки литионных аккумуляторов, да, щупами сваривают литионные аккумуляторы. Такие же большие клещи, то есть большая сварка мощная, могу сделать, которая варит точно так же, как литионный аккумулятор, только она более толстый металл варит. Там до 2 миллиметров приварить надо, например, к столбу, к металлическому, да, пластину. Вот, то есть тоже такие делаем на заказ. То есть различные модификации контактных сварочных аппаратов. Сварочный аппарат для сварки скрутых проводов. То есть электрики заказывают в основном точно такие же аппараты, которые я делаю. То есть для сварки скрутых проводов. Это нужно для того, чтобы был качественный монтаж электропроводки. Вот. И электрики такие аппараты тоже берут. Скрутка, она держит проводная, то есть медные провода, скрутка в коробке, она проводит ток, грубо говоря, скажем, хуже, чем сваренные провода. То есть цельные получаются при сварке проводов без обрыва. Вот. Поэтому переходите, смотрите, заказывайте. На этом буду я, наверное, заканчивать наш обзор. Вот, ставим лайк, подписываемся, пишем комментарий, делаем репост кому-то, кому понравилось, или кому вы хотите адресовать данные приборы. Такому человеку можете скинуть, сделать ссылочку, репост. Вот, все, всем пока, до новых встреч.